Да-да-да-да, мы игровикам. В этом видео я расскажу, как получить землю, токен NFT, HEX, бесплатно в метавселенной Эрта, причем вполне себе законно, без всяких манипуляций. Также поговорим о интересном ресурсе Mystery, который еще и загадочный к тому же. Покажу, как быстро и просто по фильтру найти необходимые ресурсы на глобусе. И в конце видео пофантазируем на тему стоимости монеты на биржах. Напомню, что завтра биржа KuCoin залистит коин Эрта, и будет он там торговаться, поэтому развитие событий может быть невероятным. Так что видос обещает быть полезным. Ставим свой драгоценный лайкосик под видосик, оформляем подписочку на канал, прожимаем естественным образом колокольчик и погнали разбираться, как и что нам нужно сделать для получения бесплатной земли. Значит, для этого нужно зарегистрироваться на официальном сервере Эрта в Discord. Ссылку на этот сервер вы найдете в описании под видео. Вот я сейчас покажу. Нажимаем на видео, описание, здесь нажимаем еще, и открывается целый списочек полезных ссылок. Вот именно так вы попадете на Discord Эрта. Discord, еще раз скажу, официальный. Здесь, значит, есть канал Bot Commands. Набираете восклицательный знак Daily, и вам начисляются, вот здесь было видно, я это уже сделал, вам начисляются MetaCoins. Это внутри дискордный коин. И именно за этот коин, если их будет достаточное количество, вы сможете приобрести себе участок. Вот мы видим чуть ниже, набрав команду Shops, значит, у нас рандомный водный участок NFT HEX будет стоить 120 тысяч этих MetaCoins. И тут, внимание, вопрос. В день начисляет там 118, 112. Где же взять больше? Для этого здесь же разработчики устроили нам невероятно интересную игру. Игры на самом деле 3, я знаю. Это кубик, это камень, ножницы, бумага и угадай число. Вот на примере кубика мы сейчас попробуем добавить MetaCoins на наш аккаунт. Максимально мы можем поставить 240. И вот мы видим, бросается кубик, и я походу проиграл, так как у меня 1-1, а у бота 4-3. Я потерял 240 коин. Но также можно и выиграть. Вот. Здесь уже будет все зависеть от вашего везения, либо невезения. Но еще раз скажу, что вот таким способом реально можно приобрести участок. Здесь, значит, рандомный за 200 баксов уже стоить будет 250 тысяч MetaCoins. Но можно пользоваться. Как бы, если повезет и насобираете нужное количество MetaCoins, то как бы считайте, что вы с этого момента обладатель, счастливейший обладатель земли в метавселенной Эрта. Так, далее рекомендую еще, что здесь есть канал, называется Project Info. Также все полезные ссылки по игре. И внизу обязательно, если вы являетесь владельцем участка, форма к заполнению. Вот такая форма к заполнению. Заполнив ее, по своему участку, вы приобретаете в Дискорде статус Land Owner.
Landowner. Значит, что дает этот статус? Я тут вот даже шпаргалочку себе заготовил. Да, старался. Вот. Разработчики обещают, что владельцам земли, ранним владельцам земли, на их хекс, на их участок будет подкинут еще каким-то образом рандомный ресурс. Вот в чем, да, вся соль. Также владельцы земли обеспечивают себе доступ в бета-версию игры, которая у нас выходит, собственно говоря, в марте. Вот такие вот у нас дела. Значит, едем дальше. Медиа-ресурс. У меня вот здесь есть подсказочка. Переходим сюда. Что здесь полезного? Здесь различные картиночки, как это все будет выглядеть в игре. Вот. И картиночка ресурсов. И все ломают голову, ну, как бы с остальными маломальски понятно ресурсами, да, но что такое мистери? Значит, по этому поводу есть две версии. Значит, одна из них это будет рандомный ресурс. Где-то я видел и где-то мне попадалось, именно так и писали. Но есть еще одна версия, что в сентябре этого года, согласно дорожной карте, ребята из Эрта прикрутят к этой игре VR. Вот. Прикрутят VR, и, соответственно, есть мнение, что Mystery Hexy это будет возможность увидеть некую достопримечательность, ну и как-то все в таком духе. И есть еще одна пасхалочка, вот, допустим, даже в том же в русскоязычном канале на официальном сервере Discord мы можем написать Mystery. Как-то так это вроде было. Да, и нам пишут, что Mystery Resource will vary in the game. It can be quest, a place of interest, landmark, or even a портал. Речь идет еще и о каком-то портале. Но прикол в том, что именно эта команда работает на Mystery. На другие ресурсы данная команда не работает. Вот, и я думаю, что не зря оставили эту пасхалку, и на самом деле ресурс будет очень даже ценным. Как-то так. Движем, значит, дальше. По поиску ресурсов. Ну, естественно, очень сложно находить хексы, на которых есть ресурс, который вас интересует, поэтому я наткнулся опять-таки в Дискорде на вот такой вот замечательный сайт, где можно выбрать, допустим, выбираем Mystery, и этот сайт показывает все хексы, на которых, собственно говоря, есть этот ресурс. То же самое у нас с нефтью, то же самое с минералами. Ну, в общем, как бы при любой, я думаю, покупателям и владельцам земли это будет очень даже полезно. Так, едем дальше. Значит, сам коин Эрта и биржи и все, что с этим связано. Сразу на экран выведу вот такую вот информацию. Даже сделаем перевод на русский. Важно понимать, что вы используете сайт, приложение или смарт-контракты на свой страх и риск. Вот, ребята, каждый должен себе сам отдавать отчет, у каждого есть голова на плечах, стоит входить, не стоит входить. Я не рекламирую ничего, у меня канал не коммерческий, я ничего не продаю. Наперед скажу, что я только лишь покупаю сам коин Эрта для дальнейшего развития в самой игре. Я уверен, он очень пригодится. Но могу и ошибаться. Значит, по коину. Всем известный нам сайт CoinMarketCap. Вводим в поиски Эрта, видим его стоимость на данный момент. Вот. Непонятно, что произойдет с его стоимостью после листинга на KuCoin, но в любом случае
привлечения еще одной платформы, это очень хорошо и здорово. Мы все так же ждем листинга на Binance, будет, не будет, ну пока неизвестно. Значит, дальше, как добавить данную монету в свой кошелек MetaMask? Вот же, Binance Smart Chain, прям есть адрес контракта, можно щелкнуть сразу на лисичку, добавить в MetaMask. Еще раз повторяю, что все транзакции проходят в блокчейне Binance Smart Chain BEP20. Либо скопировать адрес контракта и добавлять уже токен в свой MetaMask кошелек. Значит, что еще? Ну, перейдем, соответственно, на саму биржу Huobi, на которой, собственно, я и пытаюсь по минимальной цене затариться эртиками. Вот. И здесь мы видим график и видим, вот вчера как раз таки вот в этом месте была новость о том, что RT листится на KuCoin, и монета, соответственно, пошла в рост, то есть отреагировала. Фундаментальный анализ действует. Ну, здесь больше на хайпе, и никаких там финансовых рекомендаций я не даю, просто скажу, что все мои ордера, они выставлены в районе 0.20, то есть 20 центов за эрту. Их несколько, и я почему-то уверен, что до такого ценника монета дойдет. В свое время я брал по 0.26, и вчера вот этот тревожный знак, монета пошла вниз, по 0.35 я как бы все это дело продал, и можно сказать, что я уже в плюсах. Вот. Но вообще у меня принцип держать монеты именно для игры. Я собираюсь играть в эту игру, и я как бы заинтересован в развитии проекта с теми ребятами, которые верят в этот проект. Я в одной лодке, и, соответственно, вот позиция у меня такая. На этом все. Значит, в завершении скажу: совершайте великие поступки и не бойтесь эксперимента. Пока-пока.